Олег Евгеньевич, категорически вас приветствую. Алексей, можно просто Олег. Хорошо. Всем привет, вы на канале Мир это просто. Меня зовут Алексей Борода, с нами сегодня Олег. Всем привет. Да, это у нас вторая часть оружия президента. Да. Абсолютно верно. Да. Первую часть, там ссылочка в описании будет. Сразу скажем, мы находимся в Ловчем. Большое им спасибо за это. На них тоже ссылочки все в описании. Ресторан, покушать, отдохнуть, пострелять. Вип-комната, в которой мы находимся. находимся. Вип-комната, кстати. Так, Олег Евгеньевич, я все-таки настаиваю, пожалуйста. Это что это такое у нас? Вспомним первую часть про оружие президента. Мы там рассматривали ружье МЦ-712С в подарочном исполнении с 810-ми стволами. Если ты сделаешь отсылку в этом ролике на тот момент, мы там Магия! Выглядит оно вот так. Шик. Да. Модель от Скиба 712С. Вот здесь вот на паспорте указано. Ружье спортивное, двухствольное. Ага. Вот. Мы там говорили о том, что выполнялись вообще эти ружья МЦ-712С в варианте с короткими, относительно короткими стволами, то есть уже не 810-ми стволами, а стволами 750-ми. Теоретически к этим ружьям можно заказать было когда-то отдельно еще пару, допустим, коротких стволов с фиксированными дульными сужениями, скажем, для скита, для трапа. Говорят, такие были, 750-е стволы, я не встречал. Вот. На тот момент не было этих ружей у меня, не мог я их прокомментировать, но, как говорится, не прошло и полгода. Да. И теперь я могу вам представить и познакомить вас с вариантами МЦ-712С в траповом исполнении и МЦ-712С в охотничьем исполнении. Соответственно, начнем, наверное, с трапового варианта, да, и проговорим, скажем, чем что... они отличаются, да. И вообще скажем, что такое трап. Сейчас охотник нас смотрит и говорит, я такого зверя не знаю. Да, трап это у нас спортивная дисциплина, олимпийская дисциплина. Для этой дисциплины МЦ-712С выпущена в модификации трап, выпущена на Скибе, на нашем знаменитом производстве, где выполнялись всевозможные ружья для стендовой стрельбы в том числе. И вот у нас здесь есть ружье МЦ-712С в траповом исполнении. Что означает трап? Это стрельба по тарелкам, которые улетают от стрелка. От нас, да. Да. Соответственно, задачи оружия, угонка, по-другому, да, ее называют угонка. Задача оружия для этой дисциплины – это быть достаточно маневренным, при этом обладать кучным дальним боем, потому что мишень в каждую долю секунды она удаляется от стрелка. Соответственно, стволы делаются с чоковыми сужениями 1, 1 и 2. Как у меня на ИЖ. Ну да, у тебя ИЖ-39, он тоже сделан под трап, под дисциплину трап. Но вот здесь мы видим МЦ-712С вот в такой вот никелированной колодке. С 750-ми стволами, с широкой планкой, с мостиком. Это мостик, вот планочка у нас идет такая немножко на подъем, и она выше, чем на стандартном оружии. Дальше вот мы сейчас откроем еще охотничью и сравним планки. Также имеем вентилируемую межствольную планку. Мушка здесь уже врезана по заказу, да, такая она операторского типа, и она врезана непосредственно на самом заводе уже в планку. И имеем регулируемый гребень, механизм регулировки гребня. Сразу это делали под заказ, все дерево это сделано на заводе, делалось оно под наших спортсменов, достаточно известных, в том числе и в спортинге. И по их заказу делалось вот это вот дерево. Соответственно, здесь регулируемый механизм регулировки гребня, затыльник стоит итальянский, кикис, ничего уж не поделаешь, да, мягкий, хороший. Вернее, кикис это у нас... Американский. Да, американский. Ну и мы видим здесь, опять же, все те самые черты. Широкое цевье, хорошее очень воронение, черный хром так называемый, белая такая вот
колодка с минимальной гравировкой. Здесь мы видим название модели МЦ. Да. И, соответственно, у нас односпусковый механизм, так как ружье позиционируется как спортивное. И есть селектор переключения стволов. Вот, я хотел про него спросить, интересно. А что ты хотел спросить? Ну, как он работает, я что-то не понимаю. Да, его передвигаешь вот таким вот движением просто, в бок. Очень удобно. Да. Ну, некоторые ребята, как стрелки, говорят, что не совсем удобная вот эта вот реализация. Но на самом деле не так часто переключаем стволы. Вот да, в том-то и дело. Вот, но есть такая возможность. Это как раз отличие вот этих МЦ-712С от охотничьей модели прародительницы. Мы в прошлом видео с тобой упоминали МЦ-7, которая разработка 50-х годов прошлого века. Там у нас были двухспусковые механизмы, поэтому селектора не было предусмотрено. На спортивных моделях, и уже вот мы сейчас сразу с тобой давай тоже откроем в таком вот кейсе, у нас семерка тоже 712S, но уже охотничья версия. Охотничья, она отличается от траповой наличием, по большому счету, антабок на прикладе и на стволах, а также отсутствием межствольной вентилируемой планки. А также прицельная планка, она тоже невысокая, и вот если мы их сравним, сейчас ты увидишь, что планочка пониже, немножечко поуже. За счет этого ружье полегче данной модели, ну буквально там на 200 грамм. Давай попробуем, сейчас мы его собрать. Здесь очень, подержи, красивый орех. Да, тоже сделано дерево на заводе, на скибе. Вот так вот оно собирается. Класс. Установим цевье. И положим рядышком с... Это, может, уберем тогда? Да, мы сейчас кейс уберем. Давай я уберу его. Здесь вот просто раз уж он открытый, мы видим вот такой вот паспорт. На скибе выпускается на оружие МЦ. Здесь вот мы покажем, потом, может быть, если будет интересно, сделаешь подсъем. Ружье охотничье двуствольное, то есть оно именно позиционируется заводом как охотничье ружье. На охотничьих ружьях уже сужения идут охотничьи, это 0,5 единицы, это классика. Да, классика. Собственно говоря, здесь мы тоже видим очень похожее исполнение, тоже 750 стволы. Мы видим также, что колодка, ну, практически, как я ее называю, голенькая, никакой гравировки здесь нет, никаких маркировок лишних нет, очень минималистичный и такой красивый внешний вид. На самом деле очень похоже на колодку от пиратса, вот так вот если рядышком положить, пиратса будет чуть-чуть покрупнее. Затыльник резиновый установлен. Здесь стоит оригинальный МЦшный, как они ставили на 712С. Он, наверное, тебе коротковат, да? Нет, нормально по длине. Да, ружье тут под среднестатистического европейского мужчину сделано. Длина приклада 375 миллиметров. Да, это классический размер. Вот. Несмотря на то, что и этот... Пожалуйста, снимите покрупнее. Евгений Владимирович, добрых дней, заходите. Здрасте. Оба этих ружья, они относятся к модели МЦ-712С. Про отличие мы уже сказали, то есть это у нас антапки, отсутствие вентилируемых планок межствольных, и немножко отличается прицельная планка. Во всем остальном, в целом, это одна и та же модель, одно и то же ружье. Ну да, и отличается еще только сужениями. Здесь стволы мы можем поменять сейчас взять. Вот насчет этого я не уверен. Честно говоря, не пробовал, можем проэкспериментировать. Да, дело в том, что на МЦ большая доля ручного труда, и, как заявляется, каждое ружье доводится вручную. Поэтому вполне возможно, что смена стволов будет невозможна. Давай проэкспериментируем. Давай. Честно говоря, сам тоже не знаю, как. Пожалуйста, делается впервые. Впервые проверим, можно ли заменить блоки стволов на двух одинаковых моделях МЦ-712С. Интересно. Пока я разбираю траповое ружье, посмотри, какого года это ружье. Ты уже знаешь ведь с прошлого видео, как это определить. 6-го. Ну, сейчас, давай внимательней. Первые две цифры. Первые, 20-й. Первые две цифры еще раз. 2-0. Внимательней. 1-2, 12-й. Одноднерку не увидел. Все верно, 12-й год. Значит, это у нас 12-й. Охотничье ружье 12-го года. Навье.
Ну, относительно, да, с номером 006, да? Да. А это у нас МЦ-712С 11 года. То есть, по сути, они почти ровесники. Ну да. Вот, выпускались в один период на заводе. Значит, здесь у нас Ага. как раз-таки охотничьи стволы. Да. Ставим на траповую пару. Не закрывается. Не закрывается. Флажок не возвращается. Это говорит о том, что действительно, хоть оно и село на цапфы, туговато, но посадка сюда у нас в колодку не произошла до закрывания ключа. Мы попробуем теперь наоборот. Вот это вот у нас. Да. Это трап в охотничье. Да, ну наоборот. сейчас просто мы посмотрим, нет, если мы вернем, да, то все здесь нормально, все четенько да. у нас застегнулось. И попробуем давай поставить траповые стволы в охотничий вариант. Вот. В охотничий вариант села. Да, то село. есть здесь в колодке немножко подгоночка по-другому сделана. Интересно. И попробуем сейчас вернуть тогда цевье от трапового на охотничье. Потом главное не запутаться и вернуть все как было, да? Да. Вот, у нас получилось вот такая Прикольно. вот интересная, да, взаимозаменяемость, по крайней мере, на охотничьем варианте. А смотрится как, смотри. Траповые стволы, черная колодка охотничьего Шикарно. варианта, и, в принципе, вот у нас собралось ружье. И я думаю, что оно даже и будет стрелять. Шикарно. Ну, это мы подтвердили, я для чего это попросил сделать, мы подтвердили то, что действительно вручную все это подгоняется, что там работают, слава богу, по-прежнему специалисты. Работали. Сейчас работали. уже прекращен выпуск модели МЦ охотничьих гладкоствольных, вообще больше не собирают, не производят, Ну, к сожалению. Печаль. И, насколько я знаю, в самом магазине скибовском тоже отсутствуют в продаже эти ружья. Да, я залазил, Да, если честно. если как Я бы думаю, ты может, помнишь, бой мы какой. рассказывали в прошлом видео, что эти ружья возобновили выпускать с 2010 года. И вот мы видим, что у нас траповая модель в 2011 году была выпущена, в 2012 вот эта охотничья версия, а то президентское ружье 2010 года. 10-го. Вот, собственно говоря, таким вот образом мы сегодня в нашем видео увидели модели, о которых мы говорили в предыдущем ролике. Траповые и охотничий вариант. 750 стволы. Давай сейчас верну, посмотришь баланс. Давай. Попробуешь, как говорится. Олег, у меня вопрос вложиться. сразу, да, ну ты знаешь мою позицию по поводу зарубежных ружей. Вот я себе в итоге куплю такое ружье, да, понятно, вопрос времени. Подкоплю что-то там, ну я фанат МЦ-7. Как ты думаешь, я с ним сколько оно Ресурс? выдержит? Да. Ну, я думаю, что и заложено было производителем не меньше 150 тысяч. Ну, Оно мне выдерживает хватит, да. вообще без проблем. Гарантия вообще у этих ружей была 5 лет. В паспорте так и указано. Со дня продажи 5 лет, если не осуществлялась полная разборка. На самом деле, что по этим ружьям можно сказать? Они недооценены, на мой взгляд, в плане цены. По своим Слава характеристикам, да, и по бою, и по потребительским Слава качествам, они, конечно, должны стоить гораздо дороже, но на данный момент в магазине Скиба их нет. Когда последние были продажи, значит, ружье вот такое голое, в черный, без гравировки, оно стоило в районе 180 тысяч в магазине Скиба. И вот такая белая колодка с небольшой гравировкой, такая модель стоила в районе 210 тысяч. Собственно говоря, это достаточно доступное, если рассматривать это ружье как одно из лучших отечественных ружей. Да, тут вспоминать, что ружья всякие нужны, ружья всякие важны. Да, на каждого потребителя свое ружье, то есть кому-то достаточно в целом для того, чтобы проходить на охоту, это и классических наших ижевских ружей, Я на Ижеве тазов, сколько настрелял уже, все работает. Кто-то хочет ружье уже более высокого уровня из отечественного, это как раз вот дорога к МЦ. Я сейчас тебе расскажу одну историю. Значит, я когда готовился к Браунингу, значит, читаю комментарии наших там суперблогеров-оружейников, у которых, значит, 300 тысяч, цитаты я там даже вставлял, вообще не деньги они пишут. То есть они, отрыв у них в Москве от реальности, то есть у них там зарплаты, журнал Калашников писал, например, прям, и понятно, к журналу вопрос нет, там конкретный журналист это писал.
Они там, ну это чё? Дешевое ружье написано за 300 тысяч. Я здесь выразил свою позицию. Я не считаю, мы не в Москве, что это дешевое ружье. Но это же наше. Можно и подкопить. Я вот к чему говорю. Я не переобуваюсь. Да, это оружие, оно вполне переживет не одно поколение охотников. Шикарно. И если, допустим, приобрести себе такое ружье, если есть такая возможность, как ты говоришь, подкопить, конечно, то если вы понимаете, что охота и оружие это у вас не мимолетное увлечение, а это на длительное время, и возможно, что вы будете там его и ребенку, детей, сыну передать внуков, можно, да, привлекать к охоте, подтягивать их к мужскому занятию, то, конечно, такое ружье не стыдно и не грех, как говорится, передать по наследству. На самом деле люди трепетно относятся и к ижам, переданным по наследству. Там уже помимо памяти, да, я сам снимал такие помимо памяти как бы о родных, здесь, конечно, у нас еще включается еще и само достойное, качественное оружие. Класс. Вот, то есть, ну все, значит, я себе однозначно, можно вскинусь? Да, конечно. Однозначно, класс, развесовочка, кстати. Да, здесь, в принципе, неплохой баланс, да, уже сделан сразу. Слушай, класс. С завода, да, тут ничего не надо балансировать. Вес вот данной модели охотничьего ружья 3,400, 3,390, если я не ошибаюсь. У меня ровно центр глаза. То есть этот приклад, как я всегда утверждал, я же на все свои оружия именно такой приклад поставил. Да? Он мне идеально прям подходит. Сегодня, наверное, будет возможность у тебя попробовать с этого ружья выстрелить по тарелкам. Потому что это щеку ты под себя, да, сделал уже? Табочки, нет, это нет? Ты имеешь в виду... Ну, щеку выставил. Поднятие гребня, да? Да. О, гребень, да, шикарно. Да, это как, во-первых, это как демонстрация, что есть такая возможность, да, чем оно отличается. То есть механизм регулировочный позволяет поднять и подвигать гребень в разных направлениях для удобства. Тоже подходит. Тоже подходит. Фантастика, правда? Здесь, помнишь, прикольно. Здесь, помнишь, у нас планка получится. Ну все, да. Вот. Теперь все. Ну и на самом деле ружья МЦ и приклады МЦ, которые делали и делают в Туле у нас, они подходят, как неудивительно, практически всем, кто берет и говорят, ничего себе. То есть ребята очень хорошо делали, мастера в Туле. Вот эти даже под пальцем приклады и цеви, да. Ну, попробуй, кстати, вот нажать спуск, смотри. Кстати, да, надо отметить, что несмотря на то, что это охотничий вариант, вот в данном случае у нас в руках, да, черная такая вот колодка голая с антапками, это сразу видно, что это охотничья версия. А на охотничьих, как правило, на всех отечественных ружьях автоматический предохранитель. Здесь предохранитель не автоматический. То есть его необходимо, если есть опасения за безопасность, ставить вручную на предохранитель. Ну, кому-то это не нравится. Мне, например, это очень нравится. После стенда мне привычнее, когда предохранителем я управляю сам. Да, у меня также. Вот. Сейчас с предохранителя снято, ружье разряжено. Попробуй вообще, как работает предохранитель. Попробуй, как работают спуски. Попробуй нажать. То есть вот движение предохранителя. Прикольно. Пробуем. Да, и нажатие. И второй спуск. Механическое переключение, то есть здесь нет инерционности, то есть не нужна отдача. Как на билетах не на наших, нужно, да? То есть на наших. Вслед за первым выстрелом происходит второй. В плане охоты это, наверное, даже хорошо. То есть если вдруг в первом патроне произошла осечка, то ничего не выдумывая, просто нажимаем второй раз и происходит выстрел с второго ствола. Я людям еще раз покажу, может быть, кто-то первый наш выпуск смотрит. Жень, подойди поближе, давай мы вот это место покажем. Здесь какая красота, я не могу, тащусь я вот от этого изгиба. Да, и здесь видно, как что они вообще это сделали, у нас верхний ствол и колодка, вернее, ствольная муфта, они сделаны из одного куска. То есть здесь у нас нет шва. Помнишь, я тогда в прошлом видео тоже рассказывал. У меня на ЕЖ есть, да, здесь нету. Здесь моноблок так называемый, то есть верхний ствол со ствольным блоком составляет одну единицу из одного куска металла. И то же самое и здесь. Тоже вот верхний ствол, он не запрессован, он сразу сделан. Какое место, да, вот это вот красивое. Да, попробуй вот это то же самое. Оно на предохранителе сейчас стоит. Вот. Переломи его, смотри, как взводится. Оно взведенный же у нас. Вот, очень похоже усилие нажатия.
Вот. Класс. Так что, в принципе, и рукояточки сделаны такие с утолщением, с так называемой шишкой. Удобный хват, да, удобно. берется хорошо. И что ни странно, вот у тебя рука крупнее даже, чем моя, мне кажется, да? Ну, у меня от штанги может за столько лет, да, от штанги, конечно, хват, согласись, прям. Да, мне очень удобно. Очень удобный. Такая она прям. Это надо на Григория Александровича проверять, у него рука так рука. Огромная. Он пальцы не знает, что просунется, нет. Поэтому мы с тобой вот так вот с двумя оружиями, давай. Ну, шикарно. Олег, у меня еще вопрос есть. Ты УСМ разбирал хоть раз здесь, смотрел? УСМ здесь сделан на быстросъемном основании. Разбирается он несложно, но он не быстросъемный в том понимании, как на многих спортивных ружьях. Ну да, например, на том же этом Перуджине. На Перуджине, да, или на Золе, или на Операции, там немножко по-другому, да, там он действительно быстросъемный. Здесь он на быстросъемном основании. Что это подразумевает? Чтобы снять вот этот УСМ, нам необходимо отвернуть два винта, которые находятся и крепят затыльник. Здесь у нас находится болт стяжной, который подтягивает приклад к колодке. Мы выкручиваем этот болт, снимаем затыльник, снимаем приклад, и, соответственно, здесь у нас под хвостовиком есть винт, который мы, ослабляя, выкручиваем вот эти два винта, и у нас тогда УСМ снимется. Но то есть это достаточно все равно такие большие манипуляции необходимо проделать, и, конечно, в полном смысле быстросъемным эти УСМ назвать нельзя. Но своей надежностью они, в общем-то, перекрывают этот недостаток. Если регулярно проверять затяжку вот этих вот винтов, не давать им ослабляться, либо посадить их на фиксатор резьбы, и проверять затяжку здесь вот под хвостовиком, то в целом УСМ будет работать без каких-то нареканий и без проблем длительное время, потому что здесь перьевая толстая пружина, которая работает с очень небольшим ходом. Чтобы сломать ее, ну, там нужно огромное количество циклов, ну, если это, конечно, только не брак. На самом деле у этих моделей еще бывали нарекания на работу эжекторов. Мы как бы вот не обратили на это внимание в нашем рассказе. Здесь вот сейчас сработают. Вот они, два эжектора. То есть гильзы у нас выкидываются, что на охотничьем, что на траповом варианте. И на первых моделях тоже речь шла о том, что вот бывало иногда, что эжектора выходили из строя при большом настреле. Но здесь тоже нужно обратить внимание, здесь есть вот такой вот винтик, который нужно проверять его затяжку. Если этот винтик подтянут, и эжектора нужно не бояться, не стесняться смазывать. Здесь, я на своей мыжике так и делаю. Здесь тогда проблемы тоже с эжекторами уходят, и, в общем-то, ружья в остальном очень надежные и никаких нареканий не должны вызывать. Так, знаешь, мне единственное, что, Олег, не знаю, найду я вот именно так, вот такое, скажем, или не снимешь, да, уже, то есть только открутить можно, а болт все равно будет. А что тебя смущает? Наличие антапки? Да, я не люблю. Антапка, она необходима на охотничьих моделях. Это понятно. Да. На самом деле таких вот охотничьих моделей не скажешь, что прям так много. Да? То есть больше все-таки в основном, да, это спортивные модели. И поэтому, ну, в данном случае это как плюс и преимущество. То есть это именно для задачи, для ходовой охоты, когда подразумевается, что на плече надо носить. Ну, я сейчас вот ругаться буду на наших, как чистая обычно. Охота. Ну, это тебе что? Ну, тозик, что ли, с ижом? Да, ну с ним же как? Ну как с ним охотиться? Ну как? Вот так, раз. Пожалуйста. Это классика скиба все-таки, и эти антапки, они сделаны намеренно. То есть я понимаю. Ну как ты его на плечо будешь носить по этим буракам? Я сталкивался с ситуацией, когда наоборот брали местные какие-нибудь охотники и приваривали вот сюда вот антапки. Такое варварство. Причем, да, сталкивался даже с ситуацией, когда вот эта вот приварка доходил до того, что в стволе внутри появлялись дефекты. Ну, это вообще кощунство. Ну, англичане для кого все это придумали? Здесь в данном случае заводское исполнение, все очень качественно сделано, и на самом деле вот я говорю, для определенных ружей это своя, как говорится, фишка. Ну ты вот честно себя представляешь, его на плечо повесить? Я просто плакал бы, если бы я это увидел. Просто такой идешь, у тебя грязище это,
Вот так вот болтается все, тут ветки, оно... На самом деле, если относиться к нему как к рабочему ружью, то вполне. Я бы не хотел, чтобы их возводили в какой-то там статус такой. На них молиться тоже не надо. Это, в общем-то, рабочее ружье. Это ружье сейчас стреляет дисциплину трап. Это ружье планируется там походить на охоту. Поэтому ружья хорошие, добротные. Ценовой диапазон, я скажу так, средний. То есть это не итальянское дорогое оружие. Сейчас любая берета, которую ты не возьмешь, там даже на вторичке, она будет стоить там 250-300 тысяч. Соответственно, это наше отличное ружье в приемлемом ценовом диапазоне. Да, понятно, есть наши дешевые ружья, есть турецкие дешевые ружья. Но если хочется хорошего отечественного ружья, за которое не стыдно, это МЦ-712С, отличнейший вариант и для охоты, и для стенда. Да, сейчас, наверное, пойдем постреляем. Моя мечта полугодовая теперь сбудется. Ну, вот сейчас будет возможность попробовать, да, как бьют эти ружья, какая у них особь. Трап, кстати, можем как раз угонку пострелять. Постреляем, да. Ну и все, и все. Потому что, ребят, это вам не охота, тут стрелять уметь надо, когда вы занимаетесь спортом. По крайней мере, да, нужно практиковаться и повышать свои навыки стрелковые. Да. Безусловно, без занятий на стенде это сделать только на охоте крайне сложно. Да, эти истории я слышал постоянно, он в нее 7 бахал, она ушла. Я каждый раз я думаю, чего, куда? Ну ладно, поехали, да? Попробуем? Попробуем, пожалуйста. Вышло, выпустил мишень, фокус на мишени, ствол контролируешь, движение корпусом за мишенью. Ага. В момент подхода к мишени, все еще продолжая видеть мишень, пока она еще не ушла под ствол, Ага. обгоняешь мишень, нажимая без раздумий. В Ага. момент касания стволами мишени. Хорошо. Стволы размытые, фокус на мишени. Угу. Большая часть фокуса, внимание на мишень. Хорошо. Не дергаемся, пока мишень не вышла из-под стволов. Хорошо. Попробуем. Ребят, наконец-то я стреляю с МЦ-7. Угонная мишень. Класс. Оп! 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 Угу. Оп! Второй да. выстрел даже с дымком. Да. Все постреляли, все показали. Мне очень понравилось. Ну, понятно, как к любому ружью надо привыкать. Если вы, конечно, не Олег Слобожанов, например. Вот, да. А еще пока я в уровне стрельбы. Подтянем, Леша, подтянем. Да, я стараюсь. Вот, до встречи, да? До встречи. Замечательными. С новыми ружьями. Да, замечательными новыми ружьями. Пока-пока.